Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня у нас будут 24 часа чтения, чему я очень рада. Эти 24 часа чтения, как вы уже поняли по названию этого ролика, будут посвящены Стивену Кингу. Наверное, прошел месяц с того момента, как я снимала свои первые 24 часа чтения. И, если честно, мне понравился такой некий эксперимент над собой, что стало для меня таким челленджем прочитать несколько книг за день, потому что в обычной жизни я, конечно же, не читаю сразу несколько книг. Так вот, я уже выбрала несколько книг Стивена Кинга, которые я хочу прочитать сегодня. Очень бы мне хотелось прочитать несколько, а не одну книгу, поэтому, естественно, я не стала выбирать какие-то кирпичи Кинга, то есть книги с огромным количеством страниц. Я выбрала что-то среднее, либо где страниц не очень много, около 250 и побольше. Вот, и первая книга, которую я выбрала, это книга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Книга, если честно, о которой я вообще ничего не знаю, и я ее не видела ни в одной подборке про Стивена Кинга, или в прочитанном ни у кого не видела, ни одного обзора. Не понимаю, почему так, потому что рейтинг у книги в целом хороший, больше 4, 4,4 вроде бы. Я пока что не читала аннотацию к этой книге и не собираюсь ее читать. Хочу сразу окунуться в текст и понемножку буду вам рассказывать сюжет, то есть, как обычно, прочитаю первые, не знаю, несколько глав или 20% книги, поделюсь с вами, и вы тем самым решите для себя, стоит ли эта книга вашего внимания или нет. Вот, у нас уже 11 часов, 11:30, я только начинаю читать, надеюсь, у меня все-таки получится прочитать больше, чем одну книгу за этот день. Пожелайте мне удачи, вот. У нас на этой неделе единственный солнечный день, точнее день, когда хотя бы видно синее небо, поэтому не выйти сегодня на улицу было бы огромным преступлением, вот. Но потом я вернусь домой, и мы с вами продолжим. Короче, раз уж тут такой естественный и прекрасный свет, я решила сразу рассказать вообще, что происходит в этой книге. Я почему-то думала, что это будет какая-то любовная история, но я никогда в своей жизни так не ошибалась. Мостик. Да, я никогда в своей жизни так не ошибалась, потому что сразу же с первых страниц нам говорят о том, что здесь маленькая девочка потеряется в лесу. И читать это не очень приятно. Короче, здесь рассказывается о американской семье, точнее о матери и двух ее детях. Недавно она пережила развод, ее старший сын, которому 14 лет, очень трудно это переживает, постоянно с матерью спорит. И они в одно воскресное или субботнее утро отправляются в поход, что-то вроде хайкинга, побродить по лесу. Какая-то очень красивая тропа. Вот, в очередной раз мать с сыном ругаются, и они не замечают, как ее младшая дочь сходит с тропы, чтобы пописать. Вот. Ну и, понятное дело, девочка просто теряется в лесу. Она идет не в том направлении, в котором нужно было. Она хотела срезать как бы угол и вернуться на тропу и найти своего брата и маму. Но у нее это не получается. И, честно, это ужасно. Потому что небольшой такой как будто триггер затронули у меня, потому что я очень плохо ориентируюсь в пространстве, и мне кажется, я сама очень боюсь потеряться так в лесу как-нибудь. Вот, и мы наблюдаем за тем, как 9-летняя девочка пытается в этом лесу выжить. Я прочитала всего лишь 20%, и мне, если честно, хватило. Я не знаю, что будет дальше, и я очень надеюсь, что концовка тут будет хорошая. Правда, мне очень хочется в это верить. Вот. Потому что сейчас я понимаю, что 9-летний ребенок явно ничего не знает о том, что как вообще выжить в лесу или вообще что делать в такой ситуации. Вот, приду домой, продолжу читать и потом вам расскажу. Вообще на улице сегодня классно, но где-то, наверное, градусов 8 и солнечно. Вообще супер. Вон
Вон опять белки, голуби. Привет, еще раз. Я прочитала книгу полностью. Девочка, которая любила Тома Гordon. Я почему-то не захотела подключаться, когда я прочитала 50%, 70% книги, потому что там ничего не менялось. Девочка все так же брела по лесу, и мы наблюдали за тем, как она не то чтобы справляется с трудностями, а просто выживает. Мне кажется, что просто книги о конкретном выживании людей в каких-то экстремальных условиях, они просто не для меня. Мне такие сюжеты в какой-то момент становятся дико скучными. И не знаю, почему так. Я, если честно, чего-то большего ожидала от этой книги. Финал меня не поразил. Может быть, если концовка была бы другой, я бы была больше рада. Мне бы эта книга больше понравилась. Но, с другой стороны, вряд ли. Вот. Конечно, естественно, как в любой другой книге Стивена Кинга, вот любая царапина, любой ушиб, или, знаешь, если героиню укусила пчела, ужалила, то ты это почувствуешь просто всем своим телом, тебя как-то передернет, и кожа мурашками покроется. Этого не отнять. В этом Стивен Кинг очень хорош, и это здорово. Но в целом всю эту книгу можно назвать, что девочка потерялась в лесу, и все. Да, как бы понятно, я теперь понимаю, почему эта книга такая маленькая. Тут всего, по-моему, 220 страниц. Вот, потому что на больше растягивать тут явно нечего. В этой книге нету той мистики, которая обычно бывает в книгах Кинга. Тут скорее появляются какие-то галлюцинации у этого ребенка, потому что явно она не доедает и борется за жизнь. Вот. Также здесь много бейсбола. Не знаю вообще, как это интересно читать или нет. Про себя скажу, что для меня это было любопытно, потому что я, рандомный факт обо мне, в свое время в университете занималась в бейсбольной секции, поэтому мне было интересно. Вот. Естественно, я думаю, в ближайшее время я не захочу гулять по лесу. Вот. И круто то, что в конце автор написал о том, что если вы соберетесь гулять по лесам американским, которые как раз-таки типа они настоящие, то не забудьте взять с собой карту и вообще не сходите с тропы. Это, наверное, самое важное, что мог написать автор. Вот, потому что... Короче, для меня эта книга скорее на 3. Не сказала бы, что она мне прям как-то дико не понравилась или понравилась. Ну, такое, вот. Вот, но я рада, что все-таки я прочитала эту книгу. Сейчас буду браться за 2. Перед этим я хочу еще приготовить покушать и поесть. Да, 2 книга будет «Страна радости», потому что, если честно, я думала, я закончу с 1 книгой раньше, и хотела взять вообще «Мистер Мерседес», потому что очень занятный, на самом деле, детектив для меня. Вот, но давайте в этот раз обойдемся «Страной радости». Тоже довольно-таки интересная книга, как мне кажется, потому что, опять же, оценки у нее супер. Но пока я не знаю, о чем она. Возможно, я начну читать и с вами поделюсь. Вот такой план. И увидимся с вами через несколько секунд. Я уже начала читать «Страну радости», и я уже в таком восторге, ну, по крайней мере, вот эти 10%, которые я прочитала, мне уже нравятся. Нравится завязка. Здесь все начинается с того, что молодой студент на каникулах ищет себе подработку и находит в объявлении в газете о том, что в «Страну радости» требуются сотрудники. «Страна радости» — это такой парк аттракционов, который находится на побережье
наш герой Дэвин Джонс отправляется туда. Его устраивают вроде как на эту работу. Он там встречает некоторых таких колоритных работников, что очень здорово. И при этом вся вот эта, знаете, атмосфера какого-то не то чтобы праздника, но ярмарки, аттракционов, это очень здорово. Да, и еще что круто, здесь же нам рассказывают о том, что в одном из аттракционов живет призрак. Но, возможно, его там и нету, просто там было совершено убийство. Парень с девушкой отправились на этот аттракцион, и в дальнейшем парень вышел с аттракциона один, то есть девушка осталась внутри, и он исчез. Никто его не видел, куда он делся. В дальнейшем уже ночью, то есть спустя сутки, девушку нашли мертвой. Да. И, понятное дело, убийцу не нашли. И это очень интересно. Мне пока нравится эта завязка. Я очень надеюсь, что все не скатится в какую-то тягомотину. И в дальнейшем вся книга будет такая же крутая. Вот. Но вполне вероятно, что тут будет какие-нибудь паранормальные явления и тому подобное. Все-таки книга Стивена Кинга. Да, проверим. Я очень надеюсь, что это будет какой-то крутой детектив. Правда, очень на это надеюсь. Мне кажется, это то, что мне сейчас нужно, чтобы почитать вечером. Надеюсь, что я дочитаю сегодня, если, опять же, книга будет интересна. Если нет, постараюсь ее дочитать завтра утром, потому что вроде как получается у меня есть время до 12 часов, если мы считаем 24 часа, без всяких перерывов. Вот. Такие дела. Буду продолжать читать. Доброе утро. Я еще вчера вечером немного почитала, но мне не удалось, если честно, закончить книгу полностью. Я остановилась где-то на процентах 65. Не скажу, что прям какие-то яркие события происходят в этой книге. Здесь мы наблюдаем за буднями этого парка развлечений, страны радости, затем, как Дэвин немного страдает из-за того, что его бросила девушка. Он этим летом знакомится еще с несколькими ребятами, которыми он дружит, и на протяжении многих лет мы об этом узнаем из книги. И после лета они, конечно же, уезжают, а Дэвин из-за того, что он, во-первых, страдает от своей бывшей девушки, и ему очень любопытно, что случилось с той девушкой в доме ужасов, то есть призраком, он остается на осень, то есть на следующий сезон в этом парке развлечений и берет академический отпуск в своем университете. Кстати, однажды они втроем отправляются в этот дом ужасов, чтобы посмотреть на призрака, но Дэвид ничего не видит, его друг, он один из тех людей, которые вообще ни во что не верят, ни в какие-то паранормальные явления, призраков и тому подобное, вообще считал это городской легендой. Он увидел эту девушку, что его сильно потрясло, вот. Но Дэвину это не дает покоя, ему очень любопытно все-таки узнать и увидеть призрака. Также у меня есть какая-то небольшая догадка по поводу концовки, но если она окажется правдой, то это будет прям банальщина. Я не прям суперский детектив, я всегда до последнего не могу узнать, кто убийца и тому подобное, что случилось, что вообще к чему. Надеюсь, мои предположения, которые строю сейчас, они окажутся неправильными. Вот. Но в целом интересно читать вся вот эта ярмарка, будни, парк развлечений. Дэвин часто работает ростовой куклой, песика развлекает детей, пляшет, а так книга не наполнена какими-то событиями, здесь нет какой-то прям мистики, привидений, жути, крови, здесь этого, считайте, вообще нет. Как бы она весело идет, но не прям, чтобы, знаете, читать ее взахлеб. Это определенно не та книга, мне нравится. Хочу ее закончить сейчас, успеть за свои 24 часа чтения. Посмотрим, успею я или нет. Вот, выговорилась. Пойду еще немножко почитаю и поделюсь с вами уже своими финальными мнениями об этой книге. 2 hours later. Привет. Меня не покидает ощущение, что меня подставили. Просто жестко. Потому что уже вторая книга, которую я прочитала за эти 24 часа чтения, она какая-то никакая. Не прям чтобы никакая. Я, конечно, скажу о том, что эту книгу явно, то есть «Страну радости», которую я сейчас дочитала, явно гораздо интереснее читать, чем «Девочка, которая любила Тома Гордона» для меня. Но в то же время это такая, как будто, знаете,
жвачка за 3 рубля, которую ты вроде бы сначала жуешь, тебе 5 минут вкусно, а потом просто это какая-то безвкусная вещь, которой ты хочешь побыстрее избавиться. Потому что это какая-то абсолютно типичная голливудская история. Да, определенно здесь есть своя вот эта волшебная атмосфера этой ярмарки, постоянного праздника страны радостей. Здорово, вот эти все карусели, огоньки, круто. Как мне показалось изначально, что здесь будет какой-то невероятный детектив, потому что в завязке прям здорово, живо так историю описали. Но при этом главному герою все, я не знаю, доказательства, улики приносят на блюдечки, и он уже как-то там решает и разбирается в этом. Мне это не понравилось, потому что, ну, как-то я ожидала большего от этого расследования. Вот. Много быта, будней этого парка развлечений. Здорово. Классные герои, но все равно история совершенно не запоминающаяся, потому что, опять же, повторюсь, как какой-то проходной голливудский фильм. Вот вы его посмотрели, картинка красивая, и вы его просто забудете сразу же, как выйдете из кинотеатра. Вот здесь абсолютно то же самое. Финал меня вообще не поразил. Если честно, мне кажется, эту концовку, которую я придумала, она была гораздо интересней, хоть тоже и банальной, но здесь она тоже банальная. Но, как говорится, если хочешь что-то такое прям говорить, то лучше сам напиши книгу. Придумала я интереснее концовку, ага, конечно. Вот. Не знаю, опять же, книга как будто на 3 балла. Пожалуйста, напишите мне, читали вы что-нибудь из этих книг, или девочка, которая любила Тома Гордона, или «Страну радостей», и что вы думаете по поводу этих книг, потому что я в какой-то растерянности. Мне правда кажется, что меня обманули. Я хотела для этих 24 часов чтения взять какие-то книги Кинга, которые мало кому известны, точнее, о которых мало говорят. Ну вот просто они не мелькают в отзывах там, или еще где-то. И получилось так, что они не особо и классные, эти книги. Судя по всему, между этими 2 фактами есть какая-то связь. Но также я хочу сказать обязательно то, что я очень рада познакомиться с книгами автора, которые не прям вау. То есть в прошлом году я прочитала 2 книги и подумала, ну просто фантастика, как же круто, как же это заделало все струнки моей души. А сейчас я посмотрела на автора с другой стороны, что да, и бывают, конечно же, на его пути как бы такие книги, которые не особо откликаются у меня, и это тоже здорово. То есть находить у автора, я не знаю, алмазы среди всех книг, это круто. Вот. Да, поэтому я буду ждать обязательно вашего мнения по поводу этих книг. Спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам это видео показалось не дико скучным. Вот. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.